Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю торт в виде сердца. Торт я буду украшать белково-заварным кремом. И в этом видео я хочу именно показать, как расположить цветочную композицию на таком торте, как правильно установить эти цветы, чтобы они хорошо держались. Все расскажу и покажу в этом видео. Итак, торт я уже покрыла белково-заварным кремом. Бока торта я особо не выравнивала, потому что я сейчас буду наносить такой кремовый барельеф. Здесь у меня насадка номер 13, открытая звездочка, 3 мм на выходе, то есть самая маленькая. Я делаю завиток и внутри капельку. И сейчас я таким образом буду украшать все бока этого торта. Торт у меня размером 26 на 26 сантиметров. Как выпекается бисквит к такому торту, идеально ровный в виде сердца. Есть подробное видео на моем канале, ссылку я оставлю в описании к данному видео. Цвет крема здесь у меня нежно-нежно, едва заметно розовый, чтобы он немного выделялся именно на белом цвете торта. И таким образом я уже украсила все бока торта. Сейчас я накладываю сахарную картинку сверху с надписью «С днем рождения». И также обрамляю эту надпись из этой же насадки номер 13. Сейчас этот торт я сразу же уберу в холодильник, потому что я делать буду основную сейчас массу цветов кремовых, и в это время торт лучше, конечно же, чтобы стоял у вас в холодильнике. Теперь я делаю цветы. Здесь у меня рисовый конус, насадка номер 128 роза. Эту насадку я заузила плоскогубцами, для того, чтобы мне удобнее ей было работать. Такая насадка продается везде. И во всех кондитерских магазинах, и на Amazon, и на AliExpress. То есть абсолютно везде она продается. Это очень доступная в продаже насадка. Накручиваю основание такой закрученной розы. Вы же можете и на кремовой подушке делать эти розы. Это без разницы. На все цветы у меня ушло белково-заварного крема. Я варила из расчета порции на 150 грамм белка. На обтяжку торта на 100 грамм белка я варила крем. То есть крем я варила дважды на этот торт. Теперь я делаю лепестки, держу насадку под углом 45 градусов. Листок получается сразу как бы слегка отогнутый в сторону. И отогнутую вот эту часть лепестка я просто поддеваю краешком насадки. И таким образом роза получается более естественная. Цвет красителя здесь просто розовый. Сейчас я показываю, как делать маленький бутон. Еще раз хочу повторить, что все то же самое вы можете сделать и на кремовой подушке. То есть не обязательно здесь использовать этот рисовый конус. Можно также это сделать и на кукурузной палочке. Здесь делаю буквально 3 лепестка и 2 лепестка еще сверху. И также слегка поддеваю краешком насадки уголок у этого лепестка, чтобы он смотрелся более естественно. И все, бутон у меня готов. Вот таким образом делаю маленькие бутоны. И делаю всего вместе 9 роз. Теперь я буду делать хризантемы. Делаю подушку вот такую из крема. Для хризантем я взяла насадку номер 80 хризантема. Крем я окрасила в бордовый цвет и слегка также окрасила этим бордовым цветом сам кондитерский мешок. Делаем основание из 3 лепестков. Следующий ряд лепестков мы делаем более высокий. Третий ряд делаем еще более высокий. И получается такая очень естественно выглядящая хризантема. И 4-й ряд уже лепестки начинаем отводить слегка в сторону. То есть делаются такие хризантемы очень просто.
Сейчас я делаю основные цветы, а потом в процессе я еще сделаю несколько хризантем, потому что мне нужно будет смотреть именно по размеру самой цветочной композиции, чтобы мне не ошибиться и не потратить лишний крем. Я сейчас вам все это буду показывать в последующих эпизодах. На данном этапе 3 больших цветка мне достаточно. Теперь я делаю подушку для цветов. Устанавливаю уже основные цветы, от которых пойдет вся моя цветочная композиция. Сначала ставлю самую большую хризантему. Сзади ставлю такие достаточно крупные розы. И от них уже начинаю выстраивать всю эту цветочную композицию. Вот в торте сердце это очень важно, чтобы все это уходило как бы вот так вот на конус. Итак, выставила вот так вот по 2 цветка. Потом они все закроются, будут асимметрично смотреться. Теперь ставлю тоже крупную розу сбоку. Здесь очень важно, чтобы эта композиция сходила на нет. И третью хризантему ставлю также с края. И видите, кремовую подушку я здесь не продолжаю, чтобы все это уходило как бы вот все меньше, меньше и меньше она делалась, эта цветочная композиция. И выставляю уже мелкие розочки здесь. 3 розы у меня будут стоять внизу. Об этом я не забываю. Между вот этими цветами у меня будут еще белые тюльпаны. И теперь смотрите, я уже по ходу работы начинаю делать хризантемы. То есть я вижу, какого размера они должны уже быть. И делаю их непосредственно уже около самого торта, чтобы мне постоянно смотреть за размером этих хризантем. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, конечно, чтобы сэкономить крем, чтобы мне сразу сделать то количество и тот размер цветов, который мне будет необходим. Потому что если у меня хризантемы будут крупнее, чем мне нужно, то мне придется просто выкинуть их, потому что крем вспенится, и им работать будет уже совершенно некомфортно, если я его перемешаю, заново буду работать. Это свойство белков заварного крема. Вот такого размера хризантемка мне достаточно, и я ее ставлю вот сюда уже. То есть никакой кремовой подушки здесь уже не делаем, потому что у нас вся эта композиция уходит как бы в такую вниспадающую линию. И последнюю, самую маленькую розочку туда ставлю. Теперь делаю также небольшую кремовую подушку на подложке, уже снизу. И выставляю туда сначала розу, и от этой розы уже начинаю выстраивать следующую композицию. Делаю опять хризантему. Вот такого размера хризантема мне уже будет достаточно вот именно в этом месте. Ставлю ее слегка вот так на бок. И всего вместе у меня здесь будет сейчас располагаться 3 розы. Сбоку ставлю хризантему. Смотрите, здесь уже внизу кремовая подушка у меня отсутствует у цветка, иначе он будет смотреться уже выше, чем все остальные. Здесь делаю также кремовую подушечку небольшую и сверху ставлю еще небольшую хризантему. Всегда вот такие боковые композиции вот на таких тортах начинаем снизу. Не сверху вниз, а снизу вверх идем, чтобы цветы у вас и при транспортировке очень хорошо держались на торте. Ставлю такой маленький совсем бутончик, делаю, также подпираю его такой подушкой. И в принципе основная композиция готова. И вот здесь такой совсем крохотный бутончик делаю уже на самом торте. Здесь у меня обычная насадка тюльпан. Делаю в промежутках белые тюльпаны. Это было желание именинницы.
Здесь я не буду использовать имитацию гипсофилы. Здесь достаточно будет у меня белого цвета в самой композиции от белых тюльпанов. Итак, тюльпаны у меня все готовы. Теперь я буду делать зелень. Здесь цвет у меня фисташковый. Я у кондитерского мешка срезала кончик, буквально 3 мм. У меня здесь выход у мешка получается. И делаю вот такие, надуваю как бы бутоны. Бутоны в малазийском стиле. Я уже неоднократно говорила в своих видео, что такие бутоны очень хороши в таких кремовых композициях. Для чего я это делаю? Чтобы не закрыть лишней листвой все эти цветы, чтобы не было переизбытка зелени на торте. А вот эти бутоны, так называемые малазийские, они очень хорошо собой закрывают все пустоты на торте. Также я сделала и с бордовым кремом, также мешок кондитерский. Сейчас я вставляю этот мешок уже в зеленый этот бутон и начинаю как бы выдавливать крем и надувать тем самым сам бутончик. И получаются вот такие вот незамысловатые бутоны, которые смотрятся очень естественно на торте и всегда нас выручают. Итак, бутоны готовы. Теперь я взяла насадку листик номер 70, 10 мм на выходе и делаю выборочно такими акцентами, ставлю листья там, где уже они уж очень необходимы, чтобы не забивать всю эту композицию лишней листвой. Также я посыпала белое пространство на торте сахарной посыпкой, и в принципе торт готов. Здесь я уверена, что моя нижняя цветочная композиция никуда не оползет, потому что цветы были установлены в том порядке, в котором они должны были быть установлены, и за это я спокойна. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.